Всем привет! Сегодня покажу, как я готовила вот такие пирожные кубик в детском стиле. Если вам интересно, смотрите дальше. Подготовила конфи маракуйя. Подробный рецепт уже есть на канале. Ссылку оставлю в описании. Очень удобно подготовить такой конфи, как мармелад. Его не надо замораживать, а просто стабилизировать в холодильнике. И потом с вырубкой вырезаем нужного размера. Далее готовим кокосовый мусс. Для кокосового мусса нам понадобится кокосовое молоко. Вот это твердая часть, когда из баночки. Но если у вас доступен кокосовое пюре, то, конечно, в идеале будет кокосовое пюре. Тогда будет более выраженный кокосовый вкус. К кокосовому молоку добавляем белый шоколад, подогреваем и перемешиваем до однородности. Потом добавляем сыр маскарпоне и опять все перемешиваем венчиком до однородной массы. Заранее замачиваем желатин в холодной воде, растапливаем и добавляем к основной массе. Взбиваем сливки до мягких пиков и вводим в массу. Перемешиваем вначале венчиком, потом лопаткой. Мусс получается вначале довольно жидкий, но потом он постепенно густеет. Я буду готовить пирожное кубик вот в такой силиконовой форме. Вначале наливаю совсем немного мусса, ставлю в морозилку, чтобы этот слой мусса схватился, и потом наливаю еще немного мусса и утапливаю мармелад. Если утапливать мармелад в не замороженный слой мусса, то мармелад утопится до самого низа формы. Сверху мармелада наливаю еще слой мусса и кладу бисквит. Это у меня миндально-кокосовый бисквит. Видео с этим рецептом бисквитом добавлю отдельно. Сверху бисквита наливаю еще слой мусса и кладу еще один слой бисквита. Утапливаем бисквит в муссе так, чтобы была почти ровная поверхность. Может 1-2 мм бисквит может выступать, но не больше. Подготовила глазурь гурме. Подробный рецепт оставлю в описании. Берем пирожное из морозилки. Втыкаем палочку и макаем пирожное в глазурь. Первое пирожное я вам показываю, как лучше не делать. Если мы макаем и переворачиваем пирожное, то у нас образуются потеки. Поэтому лучше тыкать палочку сверху и макать пирожное в эту глазурь. Опускаем до самого низа, чтобы глазурь полностью покрыла все пирожное. Поднимаем дно немного. Проходимся, очищаем от лишнего слоя глазури. Температура глазури примерно 40 градусов. Чем выше температура, тем тоньше слой глазури сядет на пирожных. Слой глазури лучше делать не особо толстый, чтобы было потом удобно есть пирожное. Вместо глазури гурме мы, конечно, можем использовать велюр. Это шоколад, растопленный с какао-маслом. Но тогда слой вот этой глазури надо делать
еще более тонким. Переносим пирожное на подложки и снимаем палочки. Чтобы красиво снять палочки, просто вращаем, и они отсоединяются от пирожного. А это вот пирожное первое, которое я макала наоборот, и тогда вот образуются такие потеки. Я добавила сахарные картинки, съедобный мох. И так как у меня сверху идет декор, места, где были палочки, остались вот эти маленькие дырочки, у нас все спряталось за декором. Разрезаю я пирожное, которое у меня постояло при комнатной температуре. Пирожное очень нежное, в меру сладкое. Глазурь, конечно, вот так немного будет отсоединяться от пирожного. У каждой глазури есть свои плюсы и минусы. Чем тоньше слой глазури будет, тем лучше он будет держаться к самому пирожному. Но в то же время, чем более толстый слой глазури, тем само пирожное стабильное, так как эта глазурь нам дает такой как корпус. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, рецепты, эксперименты. Всем пока!